Привет! Сегодня мы с тобой обсудим еще некоторые важные аспекты этикета, которые помогут тебе чувствовать себя комфортно в России. Мы поговорим о том, как правильно дарить подарки, как нужно одеваться, как принято вести себя в общественных местах, а также поговорим о некоторых суевериях. В России принято приносить подарки, особенно если тебя пригласили в гости. Это не обязательно должна быть какая-то дорогая вещь, ведь главное внимание. Ты можешь подарить что-то простое, но приятное. Это может быть шоколад, торт или какой-нибудь небольшой сувенир. Таким образом, ты проявишь уважение к хозяину. Но есть некоторые нюансы, о которых важно помнить. Например, когда ты даришь цветы, важно знать, что дарить их надо в нечетном количестве. Это традиция. Четное количество цветов дарят только на похоронах, поэтому в праздничные дни и в гостях выбирай нечетное число. Важно помнить, что если тебе предлагают что-то из еды или напитков, не стоит отказываться. Отказ в российской культуре может восприниматься как неуважение. Также, если тебе что-то подарили, не забывай сказать спасибо. Что касается одежды, то в России оно может зависеть от ситуации. Если ты, например, идешь на неформальную встречу, то вполне подойдет повседневная одежда. Однако для официальных мероприятий, церемоний, деловых встреч нужно подбирать классическую одежду. В общественных местах важно соблюдать несколько простых, но важных правил. Например, в России принято уступать место пожилым людям, женщинам с детьми и людям с инвалидностью. Уважайте личное пространство окружающих. Это очень важно. Старайтесь избегать лишнего физического контакта. Соблюдайте дистанцию во время общения с людьми. Также не стоит трогать личные вещи без разрешения. Также в России очень ценят вежливость. Не забывайте говорить спасибо, пожалуйста и извините, там, где это к месту. Это будет показывать твое уважение к окружающим, а уважение является очень важной ценностью для российского общества. Россияне очень суеверны и верят в различные приметы. Например, если ты начинаешь свистеть в помещении, то это считается дурным знаком, так как считается, что это приведет к отсутствию финансовых средств. Перед долгими путешествиями существует традиция сидеть на дорожку. Это своего рода ритуал, который помогает настроиться на удачную поездку. Также не стоит здороваться через порог с человеком. Считается, что это приведет к ссоре. Понимание этих особенностей поможет тебе быстрее адаптироваться и чувствовать себя более комфортно в России. Надеемся, что наш выпуск был полезен для тебя. До скорой встречи!